Доброго дня! В предыдущем видео я обещала показать высокий хвост из этой небрежной укладки. Если вы его пропустили, то обязательно посмотрите. Укладка правда легкая, ссылка в описании. Здесь не важно, какой у вас будет пробор. Я делю по центру. Просто для ориентира. Провожу прямую линию прям до уха. Он не выдержал. Я его достала! Итак, продолжаем. Фиксирую зажимом, чтобы волосы у меня не перемешались. Какой же резинкой я буду собирать хвост? Грубо говоря, у меня есть два типа. Это обычная резинка, которой мы все пользуемся дома, а это канцелярская. И знаете, конечно, эта резинка больше подходит для причесок, потому что она держит очень туго, она не скользит по волосам. Это подходит только для домашнего использования. Если вы пользуетесь канцелярской резинкой, не пытайтесь потом стянуть ее с волос. Ее нужно просто разрезать, чтобы не причинить вред волосам. Фиксирую лаком под хвостом, чтобы приклеить все маленькие волосы. От середины брови делаем прямую линию. Так. Если у вас нет времени и пробор у вас не распадается, как у меня, можете оставить так. Но если он у вас распадается на две части, тогда этот способ вам не подойдет. Нужно будет подначесать. Беру прядь толщиной примерно сантиметра полтора, наношу лак на корень и делаю легкие движения расческой. Вот здесь с краю я оставлю маленькие прядочки, чтобы обрамляли лицо. Затем чищу верхний слой, все-таки у нас снизу начес, чтобы он никак не проглядывал. Движение вперед, чтобы расшевелить наш начес. Пока я закалываю шпилькой. И уводим нашу правую боковую часть к хвосту, также наверх. А теперь корректируем объем. Где нужно, мы добавляем такими движениями вперед, чтобы у нас была ровная форма. Я еще люблю такой более небрежный стиль, поэтому я буду вытаскивать некоторые прядки и фиксировать их лаком. Я немножко приподнимаю, правда, чтобы они не торчали так явно. Вид спереди закончен. Еще одна резинка. По-моему, у этого хвоста не хватает объема. Так, а давайте его сделаем. Я буду начесывать весь хвост попрядно на сухой лак. У меня лак фирмы Кионе. Он профессиональный, высококачественный. От него нет никакого запаха и следов налета на волосах. Старайтесь брать тонкие пряди и начесывайте плотно к основанию хвоста. Ну как вам? Проходим расческой по верхней и боковым поверхностям хвоста, чтобы хвост казался чистым. Маскируем нашу резинку прядью из хвоста. Для этого оборачиваем ее вокруг хвоста и крепим шпилькой или невидимкой. Фиксируем наш хвост на финише. Согласитесь, что этот хвост супер легкий, он требует минимум затрат, всегда стильный и подходит к любому наряду, будь то платье или джинсы. Оставляйте свои комментарии и также пишите заявки на следующие прически. Так я буду знать, что вам нравится и вы бы хотели увидеть еще одно видео от меня. Увидимся в следующем видео.